Итак, ну что ж, давайте продолжим. Как вы видите, первая часть видео уже на канале, можно ее уже смотреть, ну а мы переходим ко второй части. Соответственно, что наша задача сделать? Наша задача с вами проверить здесь второе поле, это поле e-mail. Давайте посмотрим на его вариации. E-mail имеет корректный формат, да, по сути, здесь у нас задача одна, конкретная, e-mail имеет какой-то определенный формат. Вот с этим примерным форматом мы и будем работать. Какие у нас есть с вами вариации, да? Давайте мы о них еще раз вспомним. Значит, у нас есть позитивные тесты, есть негативные тесты. Позитивные тесты на проверку email – это то, что у нас email корректный. Негативные тесты – это то, что у нас email без собаки, email без домена и email без расширения домена. Да, то есть, грубо говоря, у нас example.com, example-собака.com, example, собака-example, да? Что-то из этого. Ну что ж, давайте будем этот момент тоже с вами проверять. Соответственно, погнали. Открываем наши с вами предыдущие тесты. Так, давайте переключимся. Я оставлю все здесь в одном файле, потому что, по сути, это все тест с registration form, да? Значит, здесь я буду просто продолжать. Только в этот раз я буду хватать уже не... Давайте, valid e-mail. И, соответственно, мне его нужно теперь будет здесь переделать, да, что у меня идет под valid email. Ну, по сути, здесь я уже имя оставляю корректное. E-mail тоже оставляю корректным, но, по сути, вот так вот тест здесь целиком и оставляю. Единственное, что в конце беру регистрацию успешно, да. Единственное, что в конце беру регистрация успешно. Так, valid email, по сути, name валидный, email валидный, здесь все валидно. Это у нас первый тест, это позитивный тест на email, да, соответственно, то, что у нас валидный. Значит, давайте проверим. Ну, запускать, я думаю, что нет смысла, он и так пройдет, по сути. На всякий случай проверим. Все, все 5 тестов проходят. Супер. Продолжаем. Дальше двигаемся по инвалидам. Да, то есть инвалидные тесты. Так, инвалид. Значит, что нам здесь нужно сделать? Первый, это у нас будет тест направлен на, соответственно, какой-то некорректный email. Да, допустим, пускай будет что-то из серии Eric email. Сделаем так. Давайте я для начала запущу вот этот второй тест и посмотрю, что у него выскакивает. По сути, у него должно выскочить сообщение о том, что у меня e-mail введен некорректно, значит, у меня должно появиться сообщение «Введите корректный e-mail». Если у меня все сделано правильно, я должен получить сообщение «Введите корректный e-mail». Мы это сейчас с вами тоже проверим. Да, то есть здесь я пишу «Введите корректный e-mail». Запускаем сразу же наш тест. Так, все, последний тест не проходит. Введите корректный email, сообщение не появляется. Почему сообщение не появляется? Давайте я проверю, как это работает на сайте. Так, Ерик, e-mail, пароль. Нажимаю кнопку «Зарегистрироваться» и что правильно. Давайте мы на это обратим внимание. Я, пожалуй, переключу ваш взгляд сюда. Обратите, пожалуйста, сюда внимание. Видите, что у меня здесь появляется? У меня здесь появляется сообщение из поля required, да, то есть, по сути, в идеале, если смотреть на код, то в коде видно, что JavaScript должен выдать сообщение в message, но здесь сообщение в message не выскакивает. Сообщение в message здесь не выскакивает, вместо этого у нас появляется вот такое вот сообщение. То есть, соответственно, если мы проверяли на то, что у нас появляется assert предупреждение в месседже, то получается, что он не появляется у нас там. А значит, по сути, наш тест одновременно и прав, и не прав.
Почему я так говорю? Потому что, с одной стороны, если смотреть на JavaScript код, у меня должно выскакивать сообщение, видите корректный email, но вместо этого у меня такого сообщения не появляется. А раз у меня такое сообщение не появляется, значит, мне нужно этот момент тоже будет интересным образом обыграть. Нужно будет его интересным образом обыграть. И давайте, знаете, что сделаем? Давайте сделаем следующее. Так. Так. Ну, по сути, я могу это все прямо здесь прописать. Или же сделать в отдельной части проверку корректности вот этого поля. Было бы интереснее. Давайте я, пожалуй, так и сделаю. Сначала проведем тесты на все вот эти вот поля базово, а потом я научу вас вытаскивать вот эти вот required поля и выполнять с ними тестами. В таком случае логично, что у нас тест падает, значит все корректно, все правильно. Того у нас получается есть тест на корректную часть здесь, есть тест на который падает здесь. Так, valid email, invalid email. Я точно так же копирую это сообщение, потому что один. Здесь я уже ввожу, допустим, просто example собака, да? И беру еще один тест такой же, которым проверяю example. И беру еще один тест, которым делаю проверку на... Так, 1, 2 и 3. Example.ru. Вот так вот. По сути, у нас из всех наших... Сколько у нас? 9 тестов. Из 9 тестов сколько у нас сейчас должно упасть? Так, поехали. У нас упали 3 теста из 6 возможных, да? Давайте посмотрим, какие тесты у нас здесь с вами упали. Соответственно, у нас упал этот, первый и третий упал. Второй тест не упал. Вот этот вот. То есть example, собака, example. Обратите внимание, вот этот вот тест у меня не упал. Давайте-ка я его проверю ручками. Напишу example, собака, example. Давайте я переключу вам страничку, чтобы вам было тоже видно. Вот, example, собака, example, да, нажимаю зарегистрироваться. И здесь получаю сообщение, введите корректный e-mail. То есть, по сути, здесь все работает. Не появляется только при предыдущих вариациях, да. Значит, если здесь у меня будет, давайте я также возьму из кода example.ru, вот этот вот, ставлю его сюда. Все, здесь вот это вот сообщение не трогается, появляется верхнее сообщение. Давайте я обновлю страницу. Эрик, собакamail.ru, пускай будет. Пароль введем корректный. Вот так вот. Видите, появляется такое сообщение. То есть не сообщение message, а вот этот вот required. Значит, все верно. Получается, что все наши тесты абсолютно правильно работают. Никаких проблем в наших тестах нету. Есть проблемы на производстве, как говорится. Получается, еще раз запущусь. Давайте посмотрим. У нас 9 тестов. Из 9 тестов у нас 3 теста не срабатывают. Оп, все. 3 теста не срабатывают. Все 3 теста направлены на поле e-mail. И как мы видим, они у нас все инвалид. И они у нас не проходят, потому что у нас не появляется вот это сообщение, ввиду того, что всплывает окошко required. И по сути это нужно отработать. Давайте мы в таком случае это прямо здесь сделаем, потому что я вижу, что видео 10 минут всего лишь идет.
И раз мы работаем с полем email, то давайте мы здесь его отработаем полноценно. Это поле. Я копирую вот этот вот элемент, вставляю его сюда. Тест 4 у меня будет называться. И обратите внимание, что я здесь сейчас сделаю. По сути, меня интересует элемент, который выскакивает из вот этого поля required. И, соответственно, давайте попробуем мы его получить. Что для этого я делаю? Для этого я должен написать следующее сообщение. Так. Ну, давайте... Давайте мы напишем... да, давайте еще сделаем проверку, еще одну. Посмотрим, что у нас будет появляться, если у нас его нет вообще. Вы пропустили это поле, да? Хорошо. Поэтому давайте будем расписывать эти самые тесты. Во-первых, на пропуск этого поля. Я его здесь убираю. У меня есть email input. И из этого email input, вот смотрите, да, здесь я убрал его. Вот, я его очистил. То есть sendCase никакой у меня здесь не присутствует. Я его очистил. Раз у меня sendCase нету, я его вот так вот полностью здесь удалю. Эту команду sendCase. Получается, что у меня поле email input как бы не заполняется. Но я хочу оттуда получить валидацию. Поэтому я беру assert. Только assert я немножечко меняю. Здесь я пишу мой email input. Точка. И что я здесь хочу получить? Я здесь пишу .get attribute. Get attribute. И в скобочках мне нужно написать сообщение под названием validation message. И сообщение будет заполните это поле, да, мы его уже видели. Я его вставляю сюда. Заполните это поле. Давайте проверим, сработает ли он у нас. Я предлагаю все последующие тесты закомментировать, наверное, временно. Вот этот набор тестов я закомментирую, пожалуй, оставлю только один. Последний. Запустимся. Так. Еще разочек. Ага, хорошо. Заполните это поле. Так. Ага. Как у нас выглядит? Заполните это поле точка. Запустимся. Оп. Теперь все проходит. Теперь он считывает это самое сообщение, которое находится внутри вот этой всплывашки с required. То есть с помощью get attributes и сообщения validation message мы можем получить и проверить это самое сообщение. Соответственно, вот моя первая проверка сделана. Супер, классно, хорошо. Двигаемся дальше. Я чуть уменьшусь. Да ладно, так вам будет не особо видно. Копирую это поле и делаю следующую проверку. Это у меня уже получается будет 5-й. Что я здесь проверяю? Я здесь ввожу email, да, то есть буду вводить этот email. Email input.sendCase. Ну, давайте напишу его example.ru. Вот так вот. Проверю сразу же, какое сообщение мне всплывает на example.ru. Адрес электронной почты должен содержать символ собаки. Похоже, вы его пропустили. Окей, хорошо. Давайте на него мы тоже выведем сообщение. Так. Сейчас я его заполню. Я сейчас немножечко закрою, сверну окошко, да, вам будет его, наверное, не особо видно. Но я так сделаю просто потому, что мне нужно переписать нормально текст, чтобы он корректно отображался. Так. Адрес электронной почты.
Так, ну и давайте мы его проверим. Я не уверен, что я правильно переписал, и, скорее всего, скобочки он там тоже неправильно посчитает. Да. Обратите внимание, да, вот он у меня сейчас показал эти ошибки в тесте, но, по сути, ошибок в тесте он не должен был мне показывать, но ситуация в том, что я неправильно заполнил вот это вот поле, да. Я неправильно заполнил вот это вот поле, соответственно, я имею небольшие проблемы с этой правильной проверкой. Что я в таком случае буду делать? Так вот, что мы будем делать в таком случае? Правильно. Мы не можем знать с вами получение вот этого сообщения, да, которое здесь находится. Соответственно, и сравнить его корректно мы не можем. В таком случае, что мы с вами должны будем сделать? Правильно. Мы, по сути, должны сделать следующее. Мы должны будем получить это сообщение и сравнить его с самим собой, грубо говоря. То есть, по сути, вот здесь вот я пишу эм, actual message. И беру вот это вот поле с получением имейла, да. Email input. .get атрибут. Тут пишем одно и то же сообщение. Validation message. И все. И по сути я сравниваю его с самим собой. Вот так вот. Запустимся и проверим. И у меня тесты успешно проходят, да, то есть я получаю какое-то сообщение и понимаю, что у меня там действительно есть неправильная запись, которая соответствует сообщению из вот этого блока. Получается, что я таким образом делаю проверку на вот эту вот самую валидацию с сообщением, которое здесь выскакивает. Потому что вот так вот не всегда получится их всех записать. Ну или же вы заранее берете и выписываете себе все команды, которые могут появиться из поля e-mail, да, то есть все команды. Соответственно, вы просто сравниваете их через SRT, да. По сути, там идет текст, плюс текст, плюс текст, плюс текст. Там у нас набор разных команд есть. Что-то типа вот такого вот. То есть так, 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 так и вот так вот. Давайте этот блок закомментируем. Ну и понятное дело, что сюда еще плюсом дополнительно нужно дополнять к этим частям. То есть в SRT подставлять переменную, какую-то, да, со своим именем. Потому что если мы посмотрим сюда, вот, например, да, смотрите, видите, здесь у меня идет сообщение мое, плюс пропустили, да, вот видите, похоже, вы его пропустили. И через двоеточие идет example.ru, то есть тот текст, который ввел пользователь. Вы его сюда как переменную получаете, да, то есть в sendCase вот этот вот вы хватаете просто-напросто и записываете его как переменную туда. И подставляется она сюда автоматически. Вот и все. Так тоже можно делать, в принципе. Команды я оставлю в файле, пускай они там будут висеть. Ну, а мы с вами продолжаем. Соответственно, что меня здесь интересует? Ну, вот так вот, да, я их могу проверить. Соответственно, я их могу проверить так на все ключевые элементы. Значит, здесь у нас был пустой, здесь у меня с такими заполнениями, здесь же у меня сообщение, следующее сообщение идет, email test 6, на то, что у меня здесь пишется example. Так, example.ru мы уже видели, да, вот этот вот тест. Так, ну и, соответственно,
Что еще остается? Example. Собака example. Будет так вот. Что тоже, по сути, вернет нам одно и то же. Ну, вы поняли, да, общий смысл, общую суть вы уловили. Все 3 теста тоже проходят. Прекрасно, хорошо. Как-то так. Соответственно, это мы с вами сейчас поигрались с полем типа e-mail. Я показал вам дополнительно, как хватать вот этот самый required, да, который у нас здесь отсутствует, и какие у него есть вариации, а также как это все можно в дело интереснее комбинировать. Ну что ж, еще одни тесты у нас с вами сделаны. Все, что касается e-mail, я откомментирую. И еще раз их прогоню. 8 тестов, направленных на email. И, как обычно, 3 из них упали. Супер, прекрасно, хорошо. Но в остальных, понятное дело, да, что здесь вот в идеале еще с ассертами сделать с get attribute, да, validation message. Либо же сделать в таком же ключе, только придется переписать все вот эти вот поля. Ну и здесь через f-строку просто добавляете переменную, которая находится в send case, и готово. Вот. Ну, соответственно, я на этом останавливаться не буду. В файлике я вот так вот все это оставлю с сообщениями. И будем двигаться дальше. Значит, в следующем видео мы переходим уже к следующей части. И тестируем с вами ввод на пароль. Как-то так. Не забываем подписываться, ставим лайки и все в этом духе.